Сегодня мы готовим чудесный заварной крем с лимоном. Можно вместо лимона использовать апельсин. Это уже по вашему усмотрению. Итак, очищаем цедру от лимона. У меня здесь пол-литра молока. Вот в это молоко я добавлю вот эту очищенную цедру от одного лимона. Теперь на среднем огне нагреваем молоко до горячего состояния. Пока молоко подогревается, подготовим остальные ингредиенты. К нам понадобится 2 яйца. К 2 яйцам добавляем 200 грамм сахара и 100 грамм обычной муки, любой муки. Деревянной лопаточкой перемешаем до однородной консистенции. Посмотрите, все хорошо перемешано. Дожидаемся, пока молоко нагреется. Как вы видите, молоко хорошо нагрелось. Удаляем цедру этого лимона. Понемногу заливаем горячее молоко вот сюда и перемешиваем хорошенько. Чуть-чуть налили и перемешаем. И еще чуть-чуть добавили. Если вам нравится более жидкий крем, то добавьте меньше муки, и ваш крем будет более жидкий. Если просто хотите покушать крем как десерт, для пончиков рекомендуется готовить очень густой крем. И под конец уже можно все залить. Переливаем обратно эту смесь в кастрюлю, ставим на средний огонь и при постоянном помешивании доводим до загустения. Как только ваш крем начнет булькать, сразу же убираем с огня. Значит, он готов. Очень просто, как вы видите. Обязательно помешивайте деревянной лопаточкой и не останавливайтесь, пожалуйста. Это занимает недолго, минут 10 может быть, но зато результат вас порадует. А иначе крем будет образовывать комочки и будет не очень хороший крем. Как вы видите, крем постепенно загустевает. Видите, как крем загустел? Сейчас дожидаемся, пока он булькнет хотя бы 1 раз. Как я уже сказала, если хотите менее густой крем, добавьте меньше муки. Видите, булькнет сейчас. Опа. Все, крем готов. Убираем с огня. Очень просто, как вы видите. Под конец добавьте ванилин. Перемешайте. По рецепту желательно добавить сюда сливочное масло. Но я не буду добавлять, так как хочу уменьшить калории. Вот так вот. Пока крем горячий, перенесите его, пожалуйста, в какую-нибудь посуду. И обязательно надо накрыть пленкой. Посмотрите, какое чистое, прекрасное дно, не подгоревшее. Это потому, что мы постоянно помешивали крем. Вот даже просто кушать этот крем, и то великое наслаждение. Накройте пленкой. И вот так вот, смотрите, прям придавите пленку вот к крему, вот так вот. Дожидаемся, пока крем остынет. Крем готов, кушайте на здоровье и готовьте на здоровье. С этим кремом любая выпечка будет супер вкусной. Спасибо вам за то, что смотрите. Не забывайте подписываться, пожалуйста.